Здравствуйте. Зима, прохладно. Я заметил, что многие одесситы кашляют вокруг, в транспорте, на улицах. Вот как раз кашель меня и заинтересовал. Что это за природа у этого явления, откуда он берется и к чему приводит? Об этом мы сегодня поговорим с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой фтизиопульмонологии Одесского национального медицинского университета Ниной Анатольевной Мацегором. Спасибо, Нина Анатольевна, что пришли к нам в студию. Здравствуйте. Уж вы наверняка точно все о кашле знаете. Многое. А откуда он появляется? Почему? Вот причины. Диагностические методы для выявления причин кашля существуют? Конечно, существует. Вообще кашель – это нормальный физиологический рефлекс, такой же, как дыхание, врожденный рефлекс. И кашель направлен на очищение нашего организма от пылевых частиц, от загрязнений и так далее. Поскольку вот эта слизь, которая выстилает бронхиальное дерево, трахею, своим мерцательным эпителием, на него как на сорбент садятся все микробы, все частицы и так далее. И вот возникает раздражение рецепторного аппарата, нервного аппарата, воздухопроводящих путей, и возникает кашлевой рефлекс. Должна сказать, что кашлевой рефлекс возможен при раздражении не только воздухопроводящих путей, но рецепторные зоны расположены также и в сердце, и в желудке, и в пищеводе. Вот уж никогда бы не подумал, что сердце, желудок могут стать причиной кашля. Безусловно. И даже в слуховых проходах. То есть это такая зона и в головном мозге, особенно продолговатый мозг, который отвечает за, где находится дыхательный центр, тоже вот центрального происхождения кашлевые рефлексы могут возникать. Бывает такое, конечно, когда нечаянно, ненароком чистишь уши, вдруг возникает кашель. Да, То есть вот это вот как раз рефлекторное раздражение и ответ на раздражение рецепторной зоны. Ну, так или иначе, вы вот меня, телезрители, успокоили, сказав, что кашель – это полезно, это нужно, это такой очищающий рефлекс для организма. Да? Да. Можно ли чем-то облегчить состояние больного с хроническим сухим кашлем? Потому что сухой кашель всегда доктора говорят, это плохо. Я это с детства выяснил. Поэтому, если у человека длительный сухой кашель, что ему принесет облегчение? Таблетки, чай? Ну, в этой ситуации надо в первую очередь разобраться, какова причина кашля. Потому что в зависимости от причины кашля должно быть, соответственно, проведено лечение. А причин кашля очень и очень много. Но если говорить о сегодняшнем дне, вот сегодняшней погоде, то осенний, зимний, весенний период характеризуется так называемыми острыми респираторными вирусными инфекциями, гриппом, парагриппом и другими респираторными заболеваниями. И вот при этих респираторных заболеваниях в первую очередь возникает лающий, раздражающий, с болью даже за грудиной кашель. Он сухой, он острый кашель, да. Этот кашель продолжается 3, не более 5 дней, а затем сменяется на продуктивный влажный кашель. И тогда наступает облегчение. Но влажный кашель – это к выздоровлению? Это к выздоровлению, это как раз к очищению, это к улучшению. И еще очень важно, чтобы в это время пациент соблюдал правильный режим. Первое – постельный режим. Второе – проветривание помещения, чтобы был воздух прохладный, но не сухой и жаркий. И третье – обильное питье. Я вообще сейчас ощущаю, вот мне самому вдруг захотелось кашлять, когда мы заговорили о кашле. Наверняка у наших зрителей сейчас такая же реакция. Поймите нас правильно, мы говорим о кашле как о симптомах, уважаемые телезрители, поэтому в первую очередь, вот как говорит Нина Анатольевна, нужно, конечно, обратиться к врачу, если кашель не проходит. Безусловно. Но если вы все-таки, чтобы пока еще доктор не пришел, допустим, вызвали сегодня, придет завтра семейный доктор, как вот простыми способами в домашних условиях немножечко облегчить кашель? Обильное питье. Обильное питье. Прополоскать горло раствором с небольшим добавлением соли, пол чайной ложки на чашку теплой воды. Да. Питье теплое и обильное, с медом. Можно травы заваривать, мяту, ромашку, успокаивающие травы. Но при этом надо учитывать возможную аллергическую реакцию человека на травы. Если была перед этим подобная реакция, то с травами надо тоже быть осторожным. А вообще какие травы? Я понимаю, что кашель сигнализирует о воспалении, да?
Что у нас снимает воспаление? Ромашка? Кашель сигнализирует не о воспалении, а о раздражении слизистой оболочки ляринго-трахеобронхиального дерева. Это в первую очередь. И поэтому кашель в этой ситуации, может быть, и не надо успокаивать или таблетированными какими-то лекарствами назначать для того, чтобы его прекратить. Вообще дорогущие Кашель – препараты. это обычный, нормальный физиологический процесс. Обильное питье, вот я говорю 3П, проветривание, питье и постельный режим. Когда больной принимает много жидкости, обильное питье, разжижается его кровь, и мокрота его становится более жидкой, та, которая пропотевает в бронхиальное дерево, и ему становится легче откашливаться. Нина Анатольевна, может ли кашель свидетельствовать о том, что у человека какая-то стадия онкологического заболевания? Безусловно. Вот я вам даже хотела сказать, что вот такие виды кашля, как лающий, бронхиальный, ларинготрахеальный, фарингеальный кашель, изнуряет и не дает спать ни самому пациенту, ни близким. А вот кашель при раках гортани, бронхов, легких, плевры, он мягкий, он слабый. Просто покашливание постоянное на определенном промежутке времени. А вот если проходит слишком много времени, упускаются эти временные, как говорится, промежутки, когда можно войти, помочь этому пациенту, дообследовать его, выяснить причину кашля. Вот тогда кашель может быть уже и продуктивным, и с примесью крови, и мучительным, и так далее. То есть тогда уже сопровождаться и температурной реакцией. И вот как раз сейчас мы перешли, может быть, возможно, к осложнениям. Допустим, острая респираторно-вирусная инфекция или грипп прошла, а кашель остался. Вот чем это может быть вызвано и что вы посоветуете? Ну, первое, чем это может быть вызвано, может быть низкий иммунитет у больного. То есть имеется какое-то фоновое хроническое заболевание. Второе, слишком может быть сухой воздух в помещении. Либо больной перенес ОРВИ, посоветовали принимать отхаркивающие средства, у него уже произошло отхаркивание. Отхаркивающие препараты усиливают кашлевой рефлекс. Значит, продолжается этот кашель от того, что пациент продолжает тогда, когда уже и не нужно принимать отхаркивающие препараты. Вообще, нас, конечно, перелечивается провизоры так вот, в любят кавычках. советовать в аптеку, когда заходим к фармацевтам. Да. Что вы посоветуете от кашля? Они вообще, вот я смотрю, эти люди в аптеках все знают. И они начинают советовать дорогущие препараты, какую-то гомеопатию, какие-то сиропчики. А это же все стоит очень дорого. А возможно, человеку это и не нужно. Значит, в первую очередь нужно, чтобы В первую очередь диагностировал медик. обильное питье, постельный режим и проветривание. В этой ситуации, если это острая ситуация, острый кашель, а острый кашель продолжается до 3 недель, то следует говорить о том, что нужно постельный режим, который, в общем-то, позволит восстановиться. Вот в прошлые годы, позапрошлые годы, даже при вирусной эпидемии гриппа не было умерших почти, были единицы. В прошлом году было очень много умерших. Я много рецензировала истории болезней умерших пациентов от гриппа, от полисегментарных пневмоний. И это объяснялось тем, что болели средний возраст, которые бежали на работу, которые не хотели улечься в постель. Позапрошлые годы болели старики и дети. Там мама уложит, там старики сами улягутся. А вот средний контингент, который работающий, он спешит на работу, это повышенная ответственность, повышенная исполнительская, может быть, дисциплина. Вот приводит к таким печальным последствиям. Постельный режим обязателен в остром режиме. Буквально вот неделю назад, 2 недели назад, соседка у меня заболела пневмонией, вроде вот вылечилась, но по вечерам я слышу, как она кашляет, кашель-то не прошел, и когда я спросил, ну как, вы же вроде переболели, выздоровели, постельный режим, все было, она говорит, ну температура-то осталась 37,2, 37,4, о чем это говорит? Это серьезный случай. Первый вариант – это то, что эта пациентка пролечилась,
у нее нормализовалась температура тела, у нее упала соя, снялись интоксикационные явления, снялись воспалительные проявления. Но остался кашель. Кашель, который остался, может и температурной реакцией, может объясняться совсем другими заболеваниями. То есть здесь надо, чтобы посмотрел лор-врач, чтобы посмотрел гастроэнтеролог, посмотрели другие специалисты, с одной стороны. А с другой стороны, у нее могла быть не просто пневмония, а онкопневмония, потому что при онкологии перифокальное воспаление тоже дает типичную картину пневмонии. То есть ей необходимо повторное рентгенологическое исследование, как мы говорим в динамике, контроль рентгена, компьютерной томографии и потом принимать решение. Печеночная проба, так называемая. Ну, да? печеночные пробы не столько, а в этой ситуации очень часто причиной кашля является еще гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь, когда кислое содержимое забрасывается из желудка в пищевод и далее в трахею. И вот если больной, тем более хроник, кто-то с хроническим обструктивным заболеванием, попадает это кислое содержимое из желудка фактически через пищевод и далее, то возникает первое ожоги, химические кислые ожоги, а второе обостряется вторичная микрофлора, которая дает обострение исходного заболевания. Вы меня То есть поразили. и приходится в этой ситуации оказывать помощь, назначать антибактериальную терапию, то есть ту терапию, которая требует ХОЗЛ, хроническое обструктивное заболевание легких, или острый бронхит, если он впервые возник, хотя это чаще всего хроническое. Уважаемые телезрители, кашель это оказывается очень серьезно, и он может свидетельствовать о непростых заболеваниях. Сегодня мы говорим о кашле с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой фтизиопульмонологии Одесского национального медицинского университета Ниной Анатольевной Мацегорой. Нина Анатольевна, я вот сейчас пытаюсь понять, я слышал такой термин бронхоскопия. Что это и как ее делают и для чего? Бронхоскопия – это очень важный метод диагностики. Бронхоскопия проводится через нос или через, если есть искривление носовой перегородки, то через рот. Проводится анестезия глотки и задней стенки глотки. То есть она практически безболезненная. Первое, что она диагностическая, визуально определяется тот или иной больной участок. То есть в трахеобронхиальном дереве что-то вроде зонда мне вводят сюда, это типа зонда, эндоскопическое обследование через бронхи, через верхние дыхательные пути. Часто такое делают и зачем? Да, очень часто в Одессе делается. Мало того, эта процедура еще и лечебная. Если имеет место воспалительный процесс, то можно туда, допустим, направить конкретно какое-то лекарство на эту зону воспаления. Мало того, если это онкология, если нужна биопсия, то через бронхоскоп проводится биопсия. То есть эта процедура очень важна и актуальна. Но больным с кашлем нужна еще и спирография функции внешнего дыхания, и компьютерная томография. Вот расскажите, в каких случаях необходима компьютерная томография? Компьютерная томография – это как помощь рентгенологическому методу исследования. Не всегда удачно первое, что снимки получаем. Где-то бывают более жесткие, где-то более мягкие снимки. Или же мы видим, что появились какие-то новые изменения. Пролечили больного, казалось бы, даже больному легче, а появились на рентгенограмме новые какие-то изменения. Значит, нужна компьютерная томография, то есть послойное исследование бронхолегочной ткани. И тогда уже выявляется тот или иной патологический процесс. Я слышал, что больным воспалением легких показано пребывание в такой умеренной температуре, нельзя находиться в слишком теплых помещениях. Вот как ни странно, да, ты заболел, пытаешься укрыться. Да. Вот можно ли греть воспаление легких? В первую очередь, когда возникает пневмония, пока не доказано, что это не туберкулез, нельзя успокаиваться. А туберкулез на сегодня очень активно распространяется и имеет характер эпидемии. Поэтому если пневмонию лечат,
так называемые первые антибиотики широкого спектра действия, и идет хорошая положительная динамика, снижается соя, нормализуется температура, уменьшается явление интоксикации, больной встает, ходит уже, более глубоко дышит. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса, если больной незначительно улучшился за тот период, когда он должен бы, казалось бы, практически уже быть почти готовым к выписке. В этой ситуации возможно наличие туберкулеза, возможно онкологии. И вот эти заболевания можно так нагреть, что они разовьются в отрицательную сторону для пациента. Ну, я понимаю, что Вот кашель именно из-за сдерживать этого. не нужно. Поэтому вот если говорить, если у больного острая пневмония, сегодня возникла, обязательно после снятия интоксикационных клинических проявлений симптомов показано вставать, сесть в одно кресло, пересесть на стул, походить по комнате, делать дыхательную гимнастику. Вы говорите о вентиляции Вот такая, да, конечно, двигательная активность помогает быстрее аэрировать, снабжать воздухом, кислородом легочную ткань и быстрее выздоравливать. Я вот еще одно понял, когда столкнулся с беременными. Ну, как столкнулся, по роду своей деятельности, мы снимали программу в роддоме. Я с удивлением узнал о том, что беременным кашель вообще противопоказан. К чему это может привести при беременности? Но у беременных отдельная категория, это особый контингент, требующий повышенного внимания. Чаще всего женщины беременные говорят, ну вот опять простудилась. И чаще всего это риниты, синуситы. То есть промыть, прополоскать горло. Чайная ложка настойки эвкалипта на чашку теплой воды. Или соленым раствором прополоскать. Попить чай с чем-то успокаивающим, всем, чтобы не было такой эмоциональной окраски. И, как правило, этого бывает даже достаточно. Постельный режим. Но в том случае, если возникает надсадный кашель, лающий кашель, изнуряющий кашель, он опасен для как мамы, в плане, если на первых сроках беременности возможно выкидыш, на поздних стадиях преждевременные роды, на более сложные периоды это и гипоксия органов плода, это и повышение артериального давления, то есть все, что вредит беременности и будущей маме. Поэтому в этой ситуации беременная должна советоваться со своим врачом при любой простуде, для того, чтобы предупредить, не допустить вот такого приступообразного изнуряющего кашля. Он для беременной очень вреден. Легкая простуда не страшна. Многие сдерживают кашель, как только он у них появляется, особенно в общественном транспорте, на улице. Стоит ли сдерживать кашель или лучше отойти в сторонку и прокашляться как следует? Безусловно. Кашель – защитная реакция. Мы с этого начинали и говорим, что кашель – это обязательно, надо дать ему волю, дать возможность откашляться для того, чтобы потом получить облегчение. Профессор, вы столько сегодня о кашле рассказали, но наверняка это не все. А сколько Конечно. разновидностей кашля вы насчитали? Ну, я вам сейчас перечислю. Первое – синуситы. Вот начиная с верхних дыхательных путей до нижних. Синуситы, ларингиты, трахеиты, бронхиты – это сильный громкий кашель. Пульмониты, пневмониты – это кашель глухой и сухой поначалу. Потом становится продуктивным по мере рассасывания эксудата, этого воспалительного очага. Плевриты – кашель глухой, но кашель сопровождается болью в соответствующей половине грудной клетки. Кашель часто сопровождается температурной реакцией, и у молодых людей плеврит почти знак равенства туберкулезу. Такая форма туберкулеза, как плеврит. Бронхоэктатическая болезнь. Кашель только по утрам преимущественно, полным ртом мокрота. Образуются бронхоэктазы, такие расширения в бронхах, которые собираются за ночь и выплескивают. Уважаемые телезрители, мы разговариваем о кашле с доктором медицинских наук, профессором, заведующей кафедрой фтизиопульмонологии Одесского национального медицинского университета Ниной Анатольевной Мацигорой. Нина Анатольевна сегодня в студии рассказала уже много интересного о кашле. Но а как вы сами лечитесь, когда возникает у вас кашель? Это интересный вопрос. Болеют все, в том числе и медики. Я
имею у себя дома на кухне большую чашку, больше пол-литра, которую я называю чашкой здоровья. Она у меня стоит, вот может несколько год, 2-3 стоять невостребованная. Но если я заболеваю, я ее беру, кладу туда липу, крапиву, там еще какую-то травку, где что мяту положу туда, и ложку столовую меда. И заливаю все это горячей водой. Липа, Липа, крапива, мята, да. мята И столовая ложка меда. столовая ложка меда. Да. А мед какой? Цветочный, майский? Лучше майский мед. Майский. Лучше майский. Гречишный мед часто аллергию дает людям. И Я уже водичка по должна опыту быть работы такая, это чуть знаю. теплая, Да. да? И вот такой вот цветочный майский мед вот очень хорошо. И я эту кружку воды выпиваю. Первый день несколько раз в день, второй день несколько раз в день. На третий день у меня падает температура, появляется откашливание, дальше больше, потом идет очищение, и мне уже не хочется даже и пить. То есть, видимо, это моя чашка здоровья мне приносит в этой ситуации выздоровление. А можно еще, например, вот выдавить чеснок в мед, дать настояться в темноте? Можно, Помогает тоже? да, тоже помогает. Чеснок очень хорошо. Чеснок можно даже порезать это дольками, положить на блюдце в одной, в другой комнате, на кухне, так, чтобы все испарения этого чеснока, аэрацию проводили и выздоравливали. Так или иначе, независимо от того, какова причина кашля, я надеюсь, все телезрители поняли, что кашель – это очень серьезно. Кашель – это признак того, что в организме что-то не так, организм пытается защищаться. При первых симптомах какой-то болезни, когда вы начинаете кашлять, если кашель не проходит, нужно сразу обращаться к доктору, да, к семейному. А если еще и повышенная температура, то обязательно вызвать доктора на дом. Я с удивлением, конечно, узнал обо всех разновидностях, проблемах. Я бы хотела, извиняюсь, я бы хотела еще добавить несколько слов о детском кашле, если можно. Конечно, детский кашель – это очень актуально Детский сегодня. кашель – это как клюш, изнуряющий, выворачивающий кашель, который сопровождается рвотой. Он не только у детей, он может быть и у взрослых. Этот кашель имеет центральное происхождение, то есть из-за головного мозга. Тут нужны противокашлевые препараты. Второй вид кашля сегодня у детей распространенный – это корь. Корь сопровождается не только высыпаниями на коже, но и высыпаниями на слизистых оболочках. И бесконечное раздражающее покашливание у детей при коре. Кроме того, у детей от 3 месяцев до 3 лет на фоне вирусных инфекций респираторных возможно возникновение отека гортани, трахеи, бронхов. И возникает ложный круп, то есть резкое прекращение дыхания, резкое затруднение дыхания, которое требует неотложной помощи. Я понял, что детский кашель – это намного серьезнее, чем у взрослых. И у детей еще один хочу кашель напомнить мамам. Гриппная инвазия аскаридами. То есть болезнь грязных рук. Паразиты. Да, личинки аскарид способны мигрировать в кровеносные сосуды и дальше в легкие, трахеи, бронхи, головной мозг, куда угодно. И период вот этой миграции составляет 8-15 дней. И возникает кашлевой рефлекс. Если у ребенка на фоне общего благополучия ребенок не промочил ноги, он не промерз, он не играл с кем-то, со своим соседом больным респираторной патологией, но вдруг возник кашель, необходимо обязательно обратиться к доктору, к педиатру, к гастроэнтерологу, проверить на гриппную инвазию. Я вот уже понял, что в любом случае, если у Кашель – меня, это если у детей рядом знак. кашель, то нужно в любом случае обращаться к доктору. И ни в коем случае не идти в аптеку, не покупать самому что-то. Нет, не спрашивать, что мне взять от кашля. Нужна диагностика. Представьте себе, сколько причин кашля, больше 50. А лекарств еще больше. А лекарств еще больше. Сиропчики, И брендов, таблеточки. и их аналогов. Спасибо вам большое, уважаемый профессор, доктор медицинских наук. Не каждый день у нас Пожалуйста. бывает профессор. Уважаемые телезрители, мы хотим всем пожелать здоровья. Внимательно относитесь к себе и к окружающим. Не занимайтесь самолечением. И при симптомах, таких как кашель, незамедлительно обращайтесь к доктору, проводите диагностику. И вам, уважаемая Нина Анатольевна, я желаю крепкого здоровья. Ну и, конечно, не кашлять. Спасибо. Взаимно.